Путин принимает экстренные меры после взрыва в Москве. Глава Кремля испугался не на шутку. Заявление из столицы. Риск новой мобилизации. Колоссальные потери вынуждают власти принимать неожиданные решения. Расскажем. Громкий политический демарш. Десятки дипломатов вышли из зала. Что заставило пойти на такой жест во время речи о разоружении? Евросоюз меняет правила. Украина может присоединиться уже в скором времени. Все подробности решения. Об этих и других самых главных событиях утро среды, 25 февраля. Спасибо, что выбираете нас. Это правильное решение. В эфире «Нехта». Я Алексей Бурлаков. Дальше только о важном и интересном. Пятый год войны начинается с плана. Минобороны Украины представила стратегию дальнейшей обороны из 3 пунктов. Первый – закрыть небо. Речь о многоуровневой системе ПВО, перехвате ракет и дронов в реальном времени и масштабировании перехватчиков. Цель – защитить гражданских и критическую инфраструктуру. Второй пункт – остановить российские войска на земле, на море и в киберпространстве. Ежедневно каждый украинец думает об одном: когда закончится война. Мы хотим мира больше, чем кто-либо в мире, но Россия продолжает воевать, потому что верит, что может сломать нас силой и ресурсом. Поэтому для команды Министерства обороны президент поставил четкую задачу – параллельно с дипломатией усиливать оборону так, чтобы принудить врага к миру. В ведомстве заявили, в Донецкой области противник теряет в среднем 156 солдат на каждый квадратный километр. Дальше нужно более 200 убитых на квадратный километр, чтобы сделать продвижение невозможным. Третий пункт – лишить Россию ресурсов, удар по нефтяным доходам и теневому флоту, усиление санкций и координация с партнерами. Формула простая – закрытое небо, остановленный фронт и давление на экономику. Пока в РФ объясняют свои провалы и более миллиона жертв за войну чем угодно, кроме логики, западные разведки просчитали причины вместо россиян. По данным Bloomberg, чиновники считают, Россия теряет больше, чем набирает. Уже 3 месяца подряд боевые потери превышают пополнение, то есть примерно 30-35 тысяч человек в месяц. Это повышает риск новой мобилизации, а если рекрутировать начнут в крупных городах, а не в бедных регионах, это может ударить по поддержке внутри страны. Москва официальные цифры не раскрывает. Контрактников привлекают крупными выплатами. По оценкам Лондона, Россия все активнее опирается на иностранцев. Называют до 17 тысяч северокорейцев и тысячи граждан из Азии и Африки. Возможное направление будущего удара – Донецкая область или Запорожье. При этом проблемы со связью, включая ограничение доступа к Starlink и давление на Telegram, снизили эффективность ударов на средней дистанции. Но угрозы недооценивать не советуют. Цель Кремля, по данным источников, истощать Украину прежде всего ударами по энергетике. Путин испугался и вслух это подтвердил. Конечно, не прямым текстом, пришлось немного поугрожать для виду. После подрыва у Савеловского вокзала Владимир Путин на коллегии ФСБ потребовал усилить охрану ключевых фигур. Речь идет о сотрудниках Минобороны, предприятиях оборонно-промышленного комплекса, журналистах, волонтерах и лидерах общественного мнения. По его словам, подозреваемого якобы завербовали через интернет и взорвали дистанционно. Правда, взорвали у автомобиля полиции. Их Путин охранять не планирует. Ну и, конечно, всем, кто это сделал, не поздоровится сильно. Количество преступлений террористической направленности увеличилось. И большая часть из них, как и все последние годы, безусловно, дело рук украинских спецслужб и их зарубежных кураторов. Путин призвал усилить защиту энергетики, транспорта и мест массового пребывания людей. Без его команды, видимо, догадаться сами не могли. Но теперь-то все станет как надо. Не получается нанести России стратегическое поражение. Никак не получается. А так хочется. Жить без этого не могут. Или полагают, что не могут. Обязательно нужно нанести поражение России. Но вот ищут любой способ. Любой. Хоть что-нибудь. Сами себя доведут до какой-то крайней черты, потом пожалеют. Прозвучали и более широкие тревожные сигналы о возможных попытках подрыва турецкого и голубого потоков, о давлении на переговорный трек по Украине и о рисках, связанных с ядерным компонентом. Именно о ядерном компоненте расшифровывать пришлось представителю МИД.
Любые шаги по содействию Киеву в обретении военного ядерного потенциала будут восприниматься нами как попытка создать прямую угрозу безопасности нашей страны, критического порядка, и неизбежно получит с нашей стороны жесткий отпор. Мы вновь предупреждаем о рисках прямого военного столкновения ядерных держав. Евросоюз кардинально меняет правила. В Брюсселе признают, нынешняя методология вступления устарела. Ей почти 40 лет, и она создавалась для мирных времен. Еврокомиссар по расширению заявила, сейчас готовят новый подход. Он может позволить Украине и другим странам-кандидатам интегрироваться быстрее. И это политическое решение. Мы готовим новый подход к этой методологии, который позволит не только Украине, но и некоторым другим странам-кандидатам, вероятно, лидерам, интегрироваться раньше. Но мы должны обсудить это с 27 странами-членами Европейского Союза. По действующим правилам, членство Украины с 1 января 2027 года невозможно. При этом в Брюсселе отмечают, Киев продвигается быстро. Из 68 запланированных реформ выполнены уже 63. Техническая часть идет, но остается политическая. Зеленский требует четкой даты. США говорят о вступлении не позднее 2027 и надеются преодолеть сопротивление скептиков, включая Венгрию. Вопрос теперь один. Изменит ли ЕС собственные правила ради Украины или сроки снова отодвинутся? Логическая цепочка. Священник, который работает в РПЦ, высказывается против войны, и его арестовывают за организацию наркопритона. Нет, можно догадаться, что РПЦ не те, за кого себя выдают, но наркопритон. Мы уже обсуждали с вами эту историю, но сейчас она получила развитие. Иеромонаха из Алматы Якова Воронцова, лишенного сана после критики вторжения в Украину, обвинили сразу по 2 статьям: содержание наркопритона и хранение наркотиков без цели сбыта. Он должен был выйти после 10 суток административного ареста, но вместо освобождения его доставили на допрос уже как подозреваемого. По данным адвоката, материалы направлены в прокуратуру. По статье о притоне грозит до 7 лет тюрьмы. Все, что он говорил именно о тех, кто пропагандирует войну, о тех священниках, которые идут по напутствию Кирилла, патриарха, которые едут на фронт, которые благословляют солдат, которые поддерживают эту войну. Сам священник утверждает, запрещенные вещества ему подбросили, его сторонники называют дело политическим заказом. В 23-м году против него уже пытались возбудить дело о разжигании розни, но тогда состава преступления не нашли. В РПЦ Казахстана отрицают причастность к новому делу, хотя ранее требовали привлечь его к ответственности. Ну а теперь решение за судом. США на самом деле не участвовали в военной операции, а всем занимались местные спецслужбы. Главаря картеля в Мексике ликвидировали без Пентагона. Но ведь в Белом доме уже успели приписать себе эти заслуги. Президент Мексики говорит, не стоило. США предоставили дополнительную информацию, но на земле действовали только мексиканцы. Все операции проводятся федеральными силами. Участия США в операции нет. Наше взаимодействие основано прежде всего на обмене разведданными. В данном случае правительство Соединенных Штатов Америки предоставило информацию и даже опубликовало разведывательное сообщение. Все операции проводятся федеральными силами. Участия США в операции нет. Наше взаимодействие основано прежде всего на обмене разведданными. Сам Осигера был убит в штате Халиско. После операции страну накрыла волна насилия. Горели машины, вооруженные люди перекрывали трассы в нескольких штатах. Авиакомпании временно приостанавливали рейсы, в том числе в Пуэрто-Вальярту. Власти обещают восстановить сообщение в ближайшие сутки. Параллельно Мехико усиливает борьбу с отмыванием денег и компаниями-прокладками, которые могут быть связаны с криминалом. Операция закончилась, но последствия только начинаются. Загнивающий Запад, за которым нужно следить. И это получалось достаточно долго. В начале февраля сотрудники польской спецслужбы АБВ задержали гражданина Беларуси. Прокуратура решила рассказать детали. Только сейчас его подозревают в работе на белорусскую военную разведку. По версии следствия, с июня 24 по февраль 26 он собирал данные о критической инфраструктуре и объектах, важных для обороны Польши и НАТО. Действовал не только в Польше, но и в Германии и Литве. Ему грозит минимум 5 лет лишения свободы. Расследование продолжается. Пока это все детали, о которых известно.
Громкий политический демарш. Десятки дипломатов вышли из зала. На конференции ООН по разоружению в Женеве делегаты демонстративно покинули выступление российского посла Геннадия Гатилова. Среди вышедших послы Франции, Германии, Великобритании и ряда других стран. Они собрались у входа в зал и развернули украинский флаг как жест поддержки Украины на 5-й год сопротивления вторжению. Россия всегда выступала за урегулирование конфликта путем переговоров. При этом диалог должен строиться на равноправной и взаимоуважительной основе, иметь конечной целью не краткое перемирие, а установление долгосрочного мира на основе уважения законных интересов всех государств и народов, проживающих в этом регионе. Отдельно российский представитель предупредил, заявление США о возобновлении ядерных испытаний в октябре 2025 года может запустить эффект домино. Символичный выход из зала и максимально жесткие сигналы в ответ. Интересно, российские дипломаты сами верят в то, что говорят? Мы с вами можем стать свидетелями либо очередного спектакля, либо очередного цирка. В любом случае, это будет представление. ФСБ расследует действия основателя Telegram Павла Дурова по статье «Содействие террористической деятельности». В публикациях утверждается, что во время войны Telegram стал инструментом спецслужб стран НАТО и киевского режима. Правда, упорно не хотят замечать в РФ то, что их боевики в Украине тоже координируются через этот мессенджер. Россия возбудила против меня уголовное дело за пособничество терроризму. Каждый день власти выдумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram, стремясь подавить право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова. Печальное зрелище государства, боящегося собственного народа. Утверждается, что через Telegram координировались взрывы, поджоги военкоматов и другие преступления. Также говорится, что платформа не удалила более 154 тысяч каналов и ботов по требованиям Роскомнадзора. Власти заявили о замедлении работы Telegram на 55%. Ну а директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что переговоры с Дуровым ни к чему хорошему не привели и сейчас не ведутся. А в прошлом выпуске мы говорили с вами о годовщине полномасштабной войны, о взрыве в Москве и серии взрывов в Днепре, Николаеве и Львове. Вместе с тем Дональд Трамп резко повышает ставки и ставит Путину дедлайн. Война должна закончиться в этом году, даже называет конкретную дату. И еще одна интрига. Преемник уже назван, и это мгновенно запустило главный слух. Это просто страховка режима или сигнал, что президент действительно готовится к уходу. Если еще не видели, обязательно посмотрите, а мы с вами встретимся уже вечером.